Всех приветствую на нашем канале Линд. Сегодня делюсь с вами своим рецептом теста для пирогов и пирожков в духовке. Тесто просто шикарное, и этим рецептом я пользуюсь уже более 15 лет. Приготовление пирога начинаю с начинки. Граммовку начинки не пишу, потому что тут все индивидуально. Капусту я сильно не перетушиваю. Здесь капуста и лук. Томат я тоже в пироги не добавляю. Капусту солю чуть побольше, чем, допустим, я бы ее тушила, чтобы покушать. Ну, чтобы она поконтрастнее в пироге была. Специи добавляйте абсолютно любые, которые вам нравятся. У меня тут смесь специй. И базилик, и сухой чеснок. Также к капусте уже в конце я добавляю зелень. У меня укроп, петрушка и джусай. Это тоже вы на свое усмотрение. Какую зелень любите, такую и положите. Зелень положила. Сейчас пару раз буквально перемешаю и буду выключать. Как видите на видео, у меня жидкости в капусте нет. Когда газ уже выключила, добавляю сюда 5 отварных яиц. Сейчас все перемешиваю, пусть начинка остывает и ждет теста. Вообще я эту начинку всегда готовлю накануне, чтобы на следующий день уже с выпечкой время не тратить. Приступаем к приготовлению. Пол-литра теплой воды, градусов 28-30, 20 грамм дрожжей. Перемешиваем. С этого теста, с этого рецепта выход большой. Получается или 2 закрытых пирога и 1 открытый. Или, допустим, закрытый пирог и пирожки. То есть выход достаточно большой. 5 яиц. Грамм сахара, 2 щепотки соли. Тесто получается нейтральным. Если вы делаете только сладкую начинку или только соленую начинку, тогда можно или только подсластить тесто, или только подсахарить. У меня получается нейтральное, потому что я буду из этого теста делать и соленую начинку, и сладкую. – 160 грамм растительного масла. – 250 грамм сметаны. Сколько ушло муки, я скажу вам после замеса точно. Обычно уходит где-то в районе килограмма. Но опять-таки это нужно будет смотреть по вашей муке. Тесто мукой забивать не нужно. Оно должно быть очень мягкое. Главное довести до состояния, когда оно перестанет прилипать к рукам. И все, и на этом остановиться. Тесто быстрое, поднимается быстро, хорошо. И поднимается только один раз. Поднялось хорошо, все, начинаем с ним работать. Муку добавляем постепенно. Сразу не закидываем весь объем. И потихонечку подсыпаем. К
Кастрюля у меня большая, 7-литровая. Да, здесь важно взять большую посуду. Это тесто я использую для выпечки в духовке. Если честно, я на нем ни разу не жарила, только пеку. Поэтому даже не знаю, подходит это тесто для жарки или нет. Так, все, смотрите. На муке мы останавливаемся. Все, оно уже сильно к рукам не липнет. И при этом мягкое. Муки у меня ушло кило 350. Вы смотрите по своей муке. Все, накрываем пленкой, крышкой, полотенцами и убираем в теплое место. Прошло менее 1,5 часа, все наше тесто уже выпрыгивает. Тесто обминаем, делим его на части. Вот смотрите, оно практически не липнет к рукам, чуть-чуть. Готовить его можно, то есть если пирожки, можно небольшие кусочки брать, руки маслом смазать. Если будете катать на муке, естественно, она будет потоньше и выход будет больше. Мне больше нравится все-таки катать, потому что тесто получается не такое толстое. Если разминать как пирожки на руке, тесто очень сильно поднимается. И будет такой прям наглядная разница между начинкой и толстым слоем теста. Приступаем к приготовлению пирога. Я его и просто на противне разминала руками. Так тоже можно. Просто скалкой больше пузырей уходит. Но тогда получится больше пирогов. Перекладываем на противень. Чуть формирую буртики под начинку. Выкладываю остывшую начинку. Делаем верх пирога. Наверх я оставляю тесто чуть меньше, чем на низ пирога. Тесто, посмотрите, мягкое очень, не забитое мукой. Верх надо делать чуть потоньше. Переношу и натягиваю. Скрепляю и плюс еще делаю вот такие вот защипы.
Делаю какие-нибудь простенькие украшения. Яйцом потом закрепится. И смазываем яйцом. Я смазываю просто яйцом. Я ни молоко, ни воду не добавляю. Просто чуть его взбиваю вилкой или кисточкой. Пока тоже прохожу. Все, яйцом смазали, теперь на расстойку его. Как уже так поднимется хорошо, будем ставить в духовку на 180 градусов. градусов. Все, пирог пошел. Такой у меня пузырь надулся. Пирог был 20 минут в духовке. Все, готово, вытаскиваем. Это просто потрясающее тесто, вообще обожаю его. Тесто как пух. Просто шикарное. Ну все, пирог наш готов. Готовьте с удовольствием. Не забывайте подписываться. Всем удачи. Пока-пока.